Добрый день, дорогие тельцы! Добро пожаловать на мой канал. И это ваш гороскоп на март 2026 года. Ретроградный Меркурий, полнолуние, либо же лунное затмение, окончание коридора затмений 3 марта, разворот Юпитера, новолуние в Рыбах 19 марта и весеннее равноденствие, астрономический Новый год 20 марта. Все эти события случатся с нами в ближайшем месяце. Как повлияет это на тельцов, сейчас расскажу. Конечно же, будет общая информация и определенные отдельные нюансы для каждой декады. Поэтому выбирайте все, что подходит вам в этом видео, и максимально планируйте свой месяц качественно. Друзья, этот гороскоп можно смотреть как по Солнцу, так и по асценденту. И если вы смотрите по Солнцу, то тельцы первой декады, все те, кто родился в апреле, тельцы второй декады, если вы родились с 1 по 10 мая, тельцы третьей декады, если вы родились с 11 мая до знака зодиака Близнецы. И если вы смотрите по асценденту, делите 30 градусов знака Телец на 3 равных отрезка. Если ваш асцендент попадает с 1 по 10 градус, это первая декада. Если с 11 по 20, это вторая декада. И если с 21 по 30 градус, тогда вы третья декада Тельцов по асценденту. Ну что, дорогие, уже на небе включился ретроградный Меркурий. Он у нас будет работать, двигаться с 26 февраля по 20 марта. Это больше, чем 3 недели в этот раз. Период такой очень внимательный должен быть для тельцов. Но я не буду говорить, что это какой-то плохой, как-то демонизировать этот период. Нет. Все, что находится в знаке рыбы, гармонично в транзитном плане влияет на знак тельца. Поэтому здесь просто ловите мудрость, ловите возможности, ловите вдохновение в том числе. Но опять же, все то, что находится в рыбах, влияет на тельца через знак секстиль. Это история всегда, когда нам нужно напрячься. Но это в гармоничном ключе для того, чтобы у нас что-то было. То есть просто ловить вдохновение не получится. Нужно делать, применять это на жизнь, пробовать, смотреть, быть внимательными, экспериментировать. Но это в таком, опять же, гармоничном ключе. Вернусь к ретроградному Меркурию, он весь период у нас будет находиться в знаке рыбы, и на момент включения его ретроградности он находится в соединении с Венерой, с вашим управителем. При всем при этом это доброе соединение, гармоничные аспекты с Ураном. Очень хороший момент сейчас, еще в конце февраля, планировать свое будущее, свое видение, уровень комфорта, как-то себе имидж сменить, стиль, что-то новое привнести в свою жизнь, время для хороших, полезных привычек, в том числе все то, что вас улучшает. Опять же, смотрите, у каждой декады свои нюансы. И очень такой интересный нюанс именно у третьей декады Тельцов на начало ретроградного Меркурия, потому что все-таки Венера в соединении с ретроградным Меркурием в аспекте еще с Ураном. То есть меняйте свою жизнь, но опять же не на зло кому-то, не для того, чтобы освободиться там и как-то резко, кардинально поменять свою жизнь, а потом сожалеть. Изменения для вас будут полезны, если они будут адекватны. А если они из какой-то такой неадекватной мысли, вы понимаете, что вы же вообще в принципе так никогда не думали, и зачем вам нужны какие-то такие ненужные моменты в своей жизни, но здесь будьте аккуратны, потому что Уран у нас сейчас находится вот до конца коридора затмений в квадратуре с Марсом, когда мы можем делать непонятные, неординарные действия, и потом будем сожалеть. Обычно на таком аспекте люди разводятся, резко уходят с работы, потому что понимают, что вроде как стабильный доход, но вот мне хочется чего-то вот такого, чего-то такого, чтобы душе моей было удобно, радоваться, там вот такие какие-то моменты детские. Постарайтесь вот до 3 марта, тельцы третьей декады, не делать каких-то резких кардинальных действий, за которые вы потом можете сожалеть. Особенно если это касается ваших финансов, вашего комфорта. Постарайтесь здесь чуточку быть приземленным, потому что вопросы, связанные с ретроградным Меркурием, которые были в прошлом, они вот как будто вот здесь вот так вот выкатывают на эту неделю, первую мартовскую, как будто их нужно прямо сейчас решить, иначе что? Да ничего не случится, подождите, есть решения, которые
принципе принимать не нужно, да, то есть вы реально понимаете, что здравый смысл говорит, так делать не надо, но вот почему-то веяние моды такое, да, например, развестись и будет легче. На какой-то момент в новых отношениях будет легче. Но если вы углубитесь в любые отношения, когда ваши отношения становятся глубже и интереснее, там всегда интересные неудобные вопросы. Там всегда сложнее, чем в самом начале, когда кафешки, свидания, гуляния. Если вы очень долго с партнером, принесите что-то новое в свою жизнь для того, чтобы улучшить отношения. Вот так будет работать начало ретроградного Меркурия с тельцами третьей декады. На тельцов второй и первой декады не будет вот так влиять самое начало, вот в феврале. Там вот уже будет история для тельцов второй декады с ретроградным Меркурием, связана больше с коммуникацией, с будущим, с планированием в том числе и расширением своей жизни. И это середина марта уже, когда у нас на небе включается, то есть разворачивается Юпитер. И вот эта история будет ближе к концу марта работать с тельцами второй декады. То есть все, что касается с Юпитером, это расширение в возможности в профессиональном плане, вообще возможности в своей жизни. Юпитер – это социальная планета, связанная с масштабом, то есть если вы занимаетесь своим каким-то делом, и вот вы уже понимаете, что вы уже на этой ступеньке все испробовали, да, например, вы являетесь каким-нибудь бьюти-мастером, и вам хочется нечто такого большего, тогда вот начинайте с самого начала марта подготавливать себе вот эту почву, потому что ретроградный Меркурий уже после выключения коридора затмений уже будет влиять на вторую декаду тельцов. И здесь самый такой момент, когда нужно проявить себя максимально ярко, красиво, интересно. Там 5, 6, 7 от этих чисел начинается влияние на вторую декаду. Поэтому здесь могут быть поездки, командировки, повышение квалификации, какое-то обучение в работе, либо же для новой работы обучения. Не стоит этого бояться. Это все для расширения на тельцов второй декады будет влиять хорошо. Поэтому если вам ранее предлагали, а это ранее было, сейчас скажу когда, осень 2025 года, то есть были на повестке дня вот эти вопросы, октябрь, ноябрь и даже декабрь, то, скорее всего, они снова сейчас появятся у как раз-таки тельцов второй декады. Не пренебрегайте ими. Юпитер пока идет по раку, это также желание расширить семью, вообще выйти замуж, жениться, поэтому у тельцов второй декады вот такая история будет. По большей части весь март, и она будет вот так с конца февраля закручиваться, по чуть-чуть вот так эти вопросы вставать на повестке дня, вам захочется это обсуждать. И здесь, естественно, все будет зависеть от вас. Если вы берете все и говорите, вот так хочу, тогда будет очень классно, хорошо. У тельцов первой декады сейчас скажете, как вообще на вас ложится ретроградный Меркурий. Вы почувствуете, дорогие, скорее его завершение 20 марта, потому что там ретроградный Меркурий будет в соединении с Марсом и с северным кармическим узлом в первой декаде рыб. Для вас эта история договориться со всеми теми, с кем вы не могли договориться вообще очень долго. Причем здесь нужно находить в себе вот этот эмоциональный интеллект. Здесь еще Плутон из первой декады Водолея, а это напряженный аспект квадратуры, который требует трансформацию вашей личности, гибкость определенную. То есть это не обязательно удалить все свои качества характера, свое мнение. Нет, здесь нужно трансформировать свои слабости в свою силу. Вот это я имею в виду, когда говорю под трансформацию. Понимаете, о чем я? Здесь не про то, что нужно вот взять, все разрушить до нуля. Ну, такая попсовая астрология сейчас в социальных сетях, это очень хорошо история идет. Иногда, конечно, некоторым нужно взять, все разрушить и потом посидеть, погоревать и начать что-то заново. Но опять же, это очень дикий совет. И давайте мы не будем уходить в дикие советы, все-таки смотреть по ситуации. И Плутон в квадратуре не для того, чтобы вас наказать, для того, чтобы вы трансформировали, стали сильнее, стали взрослее, стали зарабатывать деньги больше, большие суммы, брать ответственность, уметь управлять, уметь властвовать где-то, да, показывать свою власть. То есть те черты характера, которыми вы пренебрегали и считали, что это вообще не про вас. Но если квадратура Плутона идет сейчас по вашему Солнцу, говорит о том, что ваше эго этого хочет. И события складываются так для того, чтобы вы проявились. Услышали, да? И вот во второй половине марта как раз-таки вот будет вот такой финал
окончания ретроградного Меркурия и всех ваших действий, то, как вы договорились. Поэтому для того, чтобы не ждать конца марта, включаемся сейчас еще в феврале, и тогда ретроградный Меркурий сложится просто классно и потрясающе для развития вашего. Идем дальше. Это ретроградный Меркурий, он будет влиять вообще на весь март, на всех тельцов. Что у нас из таких мощных событий? Завершается коридор затмений 3 марта. Это у нас полнолуние, либо же лунное затмение, полнолуние в Деве. Потрясающий вообще день для тельцов, такой мощный, большой всплеск энергии, очень хорошие аспекты запускаются. Истории, если они у вас где-то были мысли, тормозить, ждать чего-то как-то. Вот здесь к 3 марту плюс-минус придут решения. Скажите мне, пожалуйста, у тельцов первой декады история эта по большей части будет связана, конечно же, с решением Плутона, большие мощные действия ваши. Страшно, не страшно, боитесь, не боитесь, потому что здесь еще Плутон в аспекте с Лилит. А это история наших трансформаций через страхи. Мы преодолеваем наши страхи, и мы получаем те самые решения и начинаем действовать, как мы хотим. Понимаете? То есть только когда мы переборем свои страхи, это тельцы первой декады, вот такой вот мощный день, и я хочу сказать, что на вас очень хорошо сложится на самом-то деле это полнолуние, финал этого коридора затмений. Это момент для того, чтобы найти себя, свою силу, мощь, мудрость, где-то хитрость, где-то умение даже не сколько быть вот тельцом напролом. Напролом – это потрясающее качество тельца, ни в коем случае от него не отказывайтесь, но при всем при этом нужно видеть с разных сторон картины. И тогда у вас будет все получаться хорошо, потому что основной ключевой аспект здесь Плутон, но и кармические узлы тоже. То есть вопросы, которые случатся с вами будут в этом марте, они и сейчас, которые уже в феврале, естественно, включились, они неплохие, они гармоничны. Вы должны были оказаться в этом отрезке времени для того, чтобы решить. Ну а Плутон это вот такой момент вашего роста. И я не знаю людей, кто бы не справлялся с Плутоном. Справляются. Просто понимаете, какую цель вы преследуете. И если цель ваша сильна, значит, вам нужно потратить сил больше. Понимаете, о чем я говорю? Но если игра стоит свеч, почему бы и да? Вот и я о чем. Хорошая история для финансов, хорошая история идти в рост, в развитие, трансформироваться. Если будете бояться, переживать, то так и останетесь вот в этих эмоциях тельцы первой декады. Не надо так делать. Идите в рост, конечно же, в развитие. А тельцы второй декады, на вас сложится эта история с окончанием коридора затмений. Очень классно, вы очень хорошо пойдете в рост, в масштаб, в такое действие, в принятие решений, в такое очень сильное, мощное, интересное, связано с Юпитером. Опять же, расширение масштаб своей личности. Расширяйте, пожалуйста, не сидите на месте. Нельзя тратить такие потрясающие аспекты. Тельцы третьей декады. Тем не менее, на вас очень хорошо складываются все эти истории с окончанием коридора затмений. Кто-то выбрасывает ненужное из гардероба, кто-то избавляется от вредных привычек. Но здесь наступает очень хорошее время для вас, тельцы третьей декады, подумать о большем. И вот сейчас смотрите, у тельцов третьей декады это включается только вот вы, наверное, способны вот сейчас вот к марту эту историю распознать, да, потому что здесь и Венера, ваш управитель, становится в таком в соединении с Нептуном, с Сатурном. А это история таких больших, мощных покупок, хороших таких действий, основательных, нацеленных на фундамент. Хоть Венера еще 3 марта находится в рыбах, но тем не менее уже соединение с Нептуном и Сатурном. То есть если ваши желания жить хорошо, они такие большие, мощные, и вы для этого прикладываете много сил, тогда здесь очень хорошая история вообще включается не только для тельцов третьей декады, но и всех, потому что ваш управитель участвует в таких в таком аспекте, который, в принципе, в самом начале марта включается с 1 по 11 марта, такой очень хороший аспект, как раз Венера в соединении с Сатурном и Нептуном. А это когда мы нашим целям, какие-то мыслям, планам, желаниям даем такой фундамент. То есть хорошее время для приобретения недвижимости, хорошее время для такой работы мощной, продуктивной, четкой, хорошая история для того, чтобы там обзавестись семьей, да, в отношениях принять такие основательные решения, нацеленные на будущее. Опять же,
Все, что связано с будущим, потому что вообще, в принципе, само вот это соединение стелиум астрологически, да, как это правильно называется, оно еще находится в гармоничных аспектах с Ураном и с Плутоном. Поэтому здесь все мои дорогие тельцы первой, второй, третьей декады с 1 по 11 марта очень хороший день, хорошие дни для больших покупок недвижимости, автомобиля. Это, возможно, скорее получится даже с помощью кредитных денег, потому что участвует Плутон, и где-то вы можете напугаться. Но здесь главное хорошо очень просчитать, потому что у нас еще идет ретроградный Меркурий. Можно ошибиться, но можно просчитать хорошо. Не будет в каких-то таких плохих аспектах ретроградный Меркурий, но он будет с кармическими узлами взаимодействовать с Юпитером. Но опять же, эта история, когда мы должны уже наконец-то решить или решиться. Понимаете, я о чем? Поэтому здесь участвуйте, действуйте. Кому-то захочется заняться какой-то новой абсолютно деятельностью. И здесь подумайте хорошо. Но я не тот астролог, который вам скажет, надо срочно уволиться с хорошо оплачиваемой работы для того, чтобы начать что-то свое. Мы с вами находимся в 2026 году. Год непростой, но год на самом-то деле, когда очень многие люди вдруг стали искать себя, и количество качественных, то есть предложений на рынке гораздо меньше, чем тех людей, кто ищет себе достойную работу по своим компетенциям, по своим навыкам. И здесь будьте аккуратны для того, чтобы не потратить много времени. Если вы планируете в это время с 1 по 11 марта начать свой бизнес, то начинайте его параллельно со своей основной работой. Вы мне скажете, да как такое возможно? Только так и возможно. И скажу вам честно, на основе опыта вообще не просто даже моего многолетнего, а очень многих людей. Если у вас не хватает времени на начало своего бизнеса, пока у вас есть стабильная работа, значит вы не тот человек, который может вести бизнес. Это может быть жестоко, но это правда. Потому что тот человек, который ведет свой бизнес, он не отдыхает никогда. Краткий спойлер. У меня в 2025 году было 8 дней отдыха. Это были каникулы с 1 по 8 января 2026 года. Это был мой отдых. Это взаправду. Поэтому снимаем розовые очки. Это очень хорошее время на самом деле в марте для того, чтобы честно понять, а, что вы хотите. И если вы решили начать свое дело, и вам не хватает денег с 1 по 11 марта, потрясающий для этого момент. Но не уходите со своего насиженного гнезда. Не уходите, постарайтесь зарабатывать те же самые деньги. Можно, кстати, в этот период просить денег больше, плюс еще какие-нибудь там обязанности, бонусами, если вы хотите что-то узнать. Это я сейчас всем тельцам говорю. Поэтому здесь месяц такой достаточно очень интересный, но и обширный. 11 марта у нас разворачивается ретроградный Юпитер. Не могу сказать, что это плохой период, потому что он вообще в абсолютно гармоничных аспектах будет у нас на небе в этот момент. И да, здесь Юпитер уже не ретроградный, но в гармоничном аспекте с ретроградным Меркурием, с кармическими узлами. Там у нас Марс стоит. То есть хорошие аспекты влияет это все добро потрясающе на тельцов второй декады 100%. Вообще на всех тельцов это еще хорошо влияет, потому что у нас еще Венера в соединении с Сатурном, а это здесь взрослые основательные решения для своей жизни, которые не такие в легкости, а которые про деньги, про то, что я хочу, и я делаю, потому что Венера у нас уже в Овне. И вы понимаете, что это энергия действий, желание что-то в своей жизни менять, но для того, чтобы это было красиво, чтобы это было интересно, чтобы это было с результатом. Потому что если это просто покрасоваться и уйти без результата, тогда в конце месяца придет разочарование. Кто из тельцов любит разочаровываться? Никто. Давайте будем говорить правде в глаза. Идем дальше. 19 марта у нас новолуние в рыбах. И вот этот период с 11 по 19 марта, ну такой, знаете, начинается неоднозначный. Потому что Венера вот как раз-таки с 12 марта начинает входить в квадратуру с Юпитером. А помните, я говорила, что может прийти разочарование, волнение, переживание? Вот здесь начинается такой момент с 12 по 24 марта. Венера будет в квадратуре с Юпитером, а это
сейчас все тельцы слушают. Момент, когда можно испортить себе репутацию. Это ссоры, скандалы, интриги, захочется ругаться, какое-то такое разочарование, потому что желание получить вот так много не срослось с реальностью. Понимаете, о чем я говорю? Поэтому я в начале видео и сказала про ту реальность, которая есть у нас сейчас в этом мире. И чтобы розовые очки вас не привели к каким-то инфантильным действиям, которые все равно придется потом разрешать вам и только вам. Вот такая здесь история. Будьте аккуратны с репутацией. Если вы понимаете, что где-то были ошибки, находите их и исправляйте спокойно. При всем при этом Венера в этот период у нас также находится в трине с Лилит. Поэтому здесь, конечно же, будет страшно. Страшно потерять свое лицо, страшно, не знаю, там, потерять какие-то моменты в своей жизни. Не бойтесь, просто решайте вопросы, которые всплыли у вас на повестке дня. Что еще могу сказать? У нас вообще в принципе такие мощные энергетические дни. Это 19-20 марта. 19 новолуние в Рыбах. И я не могу сказать, что это какой-то прям такой сложный день. У нас там, смотрите, Солнце в соединении с Луной, в соединении с Нептуном, в соединении с Сатурном. Половина находится в Рыбах, половина в Овне. И от вот этого большого скопления планет потрясающие аспекты к Урану и Плутону. Влиять все это будет на кого? На тельцов первой декады, на тельцов третьей декады. Взрослые взвешенные решения тельцов первой декады будут двигать к развитию. Не должно бы идти к разрушению. Должно идти у вас к развитию, к становлению своей личности и понимать, для чего вы все это делали, чтобы у вас получилось то, что вы хотите. Тельцы третьей декады, у вас это будет стабилизировать от принятия каких-то резких движений, связанных Урана, все бросить, уйти в закат, и потом непонятно, как будет ваша жизнь двигаться. Ну, понятно же, что дичь, поэтому не надо делать непонятных движений. У тельцов второй декады у вас, дорогие мои, вот тот самый момент, про который я говорила, и решение ретроградного на Меркурия в том числе, да, то есть все ваши действия, масштаб вашей личности, но опять же 19-20 марта точная квадратура Венеры с Юпитером, поэтому здесь смотрите на те действия, которые вы делаете, разговоры, которые ведете в работе, к чему вы приходите. В любовных отношениях могут возникнуть здесь споры, скандалы из-за какой-то глупости по факту. Пройдет время, распадется аспект, и 25 марта вы скажете, что это вообще было, тельцы второй декады. Поэтому не спорьте в середине месяца о какой-то такой истории очень сильно, потому что все те вопросы, которые у вас будут всплывать в вашей жизни, связанные с финансами и любовными отношениями, это все из прошлого. Вы просто вернулись сюда и сейчас их закрываете. Только давайте по-взрослому, чтобы это для вас вышло в плюс. Вот такая история. 20 марта заканчивается ретроградный Меркурий. У нас включается астрономический Новый год, весеннее равноденствие. Луна, между прочим, в соединении с Венерой в Овне. Здесь захочется всем тельцам такого яркости, жизни, действий. Но придет такое внутреннее чувство, что, потому что еще вот эта вот Венера с Луной, они находятся в квадратуре с Юпитером. Внутреннее чувство, что вроде как это не то, чего мне бы хотелось. Такое разочарование, претензии, вот его нет, и вот жизнь, она вроде как не полна. Подождите чуточку, мои дорогие тельцы, и будет все как надо. Вообще очень хороший такой момент запланировать на этот март всем тельцам, и первой, и второй, и третьей декады, большие такие мощные покупки, решения, сделки, какую-то себе работу, связанную с бизнесом. Если у тельцов первой декады, то это история с заработком денег и для того, как это можно сделать красиво и интересно, работая на себя или же работая в найме. Каждый здесь выбирает сам для себя. Нет вообще хорошей и плохой работы. Есть то, что вам подходит или не подходит, и вы здесь решаете. Для того, чтобы поднять себя как личность. А тельцы второй декады у вас вообще такой масштаб в работе, и все, что вы спланируете в этом месяце, вы будете пожинать плоды в апреле, идти на широкую ногу. И здесь все будет зависеть от вас.
Чего вы хотите? Вы захотите только в семейных отношениях изменений или вы захотите в финансах, в работе и свою персональную карьеру? Здесь тоже такой момент, да. Ну и тельцы третьей декады, конечно, вам бы запланировать на этот март какое-то такое большое, либо это покупка, либо это работа, либо это новая должность, для того, чтобы избежать вот этих резких движений, резких уходов там из семьи, с работы, бросить все и уйти. Потому что уйдет Уран, и останется такое внутреннее ощущение, для чего вот это вообще все было сделано, понимаете? Конечно, последние 7-8 лет Уран в Тельце пошалил-то очень сильно, и жизнь у многих тельцов крайне сильно изменилась. Поэтому здесь, конечно, это все для того, чтобы вы принимали взрослые решения и понимали, что сиюминутная слабость, она нужна для того, чтобы повзрослеть. Вот такая вот история. Что могу сказать про конец марта? В конец марта вообще, в принципе, у нас в гармоничных аспектах. Тельцы первой декады продолжают расти, продолжают развиваться, продолжают включать своего внутреннего тельца, то, как вы хотите жить, и тогда ваша жизнь становится просто классной, потрясающей. Тельцы второй декады совершают действия, связанные с вашим масштабом, и до конца марта вот там Марс по второй декаде рыб идет в потрясающем аспекте с Юпитером, поэтому здесь двигайтесь вперед, расширяйте свои горизонты, чем сильнее расширите свои возможности, свои действия, тем больше получите. Поэтому здесь я не могу вам сказать, что в марте нужно сидеть, ждать, медитировать и вот как-то вот так вот расслабляться. Ну и, конечно, если вы запланировали себе отпуск, отдых, тоже хорошая история. Иногда бывает нужно отдохнуть. Тельцы третьей декады, у вас, дорогие, если у вас цели приземленные, большие, мощные, глобальные, связанные с заработком, с финансами, улучшением качества жизни себя, своей семьи, своего здоровья, а не ссоры, скандалы, кому-то что-то доказать, тогда это потрясающий будет для вас месяц с большими плюшками, вообще классными действиями, особенно если у вас с февраля затянулись какие-то сделки, какие-то проекты, в марте самое время их завершить и подняться еще на одну ступеньку выше. Вот такой гороскоп, мои дорогие тельцы. Я желаю вам потрясающего месяца, ни в коем случае не сдаемся, не прячемся под одеяло, включаемся в эту весну, и все у вас будет потрясающе. Дорогие, спасибо, что досмотрели это видео до конца. Я желаю вам классного месяца. Если остались вопросы, пишите под этим видео. Ну, либо жду вас на личных консультациях. Самые ответственные, конечно же, сразу находят меня и пишут. Ну что, дорогие, увидимся и классного месяца. Пока-пока.